Добрый день! Начинается встреча клуба осознанных. Сегодня у нас спикер Ляззат Давлетова. Она учитель аюрведы, трансцендентальной медитации из США, сертифицированный учитель. Итак, Ляззат, вам слово. Тема балансирования ума и тела с помощью аюрведы. Аюрведа – это очень древнее знание, которое было распространено по всему миру, не только в Индии, как некоторые люди думают. Наш учитель сказал, что это было мировое такое знание, которое до сих пор сохранилось в некоторых частях мира. В частности, в Индии, потому что там очень такое защищенное от набегов место в Гималаях, во-первых. Во-вторых, потому что люди там очень ценят очень такие знания, они сохранили его в письменном виде даже. С другой стороны, те даже народы, которые совершенно не имели письменного знания, смогли передать это из поколения в поколение в устной форме. Например, он сказал, что американские индейцы являются прямыми продолжателями этой традиции. И действительно, американские индейцы, даже если они не имеют каких-то специальных источников, книг, в которых все это записано, во всяком случае, мы не знаем о них, и они наверняка были, но нет сейчас в данный момент, но где-то они записывали, запоминали и в основном полагались на память свою, больше, чем на какие-то письменные источники. Но со временем многие знания просто забываются, трансформируются и даже становятся иногда, может быть, ложными. Но факт то, что американские индейцы используют травяные составы, очень схожие методы оздоровления и лечения. Например, я недавно даже прочитала в учебнике про нутрициологию о том, что американские индейцы используют кору дерева для производства золы, и в которой много кальция. Они вот кальций поедают эту золу, и таким образом получают кальций, биологически доступный. Мы как раз говорили много про кальций. В аюрведе использовались в Индии в основном раковины, кораллы, жемчуг, да, то, что доступно там, а в других странах другое и так далее. То есть это было всегда в зависимости от местности. Но в северных регионах мира, в том числе в России, Украина, Казахстан и многие другие регионы тоже были страной Веды, как говорил наш учитель. И иногда историки говорят, что там откуда-то сверху пришли вот эти вот арии, а другие говорят, нет, они вышли из Индии и так далее. Это очень пока еще мало изучено, но сходство есть, конечно, в культуре, в истории и даже в языке какое-то есть сходство. Но факт то, что это была мировая культура, это не надо воспринимать ее только локально или только принадлежащей одной какой-то нации, индийцам или, может быть, там, американцам или кому еще. То есть это просто было такое время, когда знание было установлено в сознании многих людей, они были осознанными, вот как вы, и поэтому они понимали это очень легко и без усилий, и видели вещи такими, как есть, без каких-то искажений. Но со временем просто это несколько изменилось, потому что накапливается стресс, накапливается недоразумение и непонимание, невежество накапливается, как говорит наш учитель, да? Вот. Ну, временами так бывает, а временами наоборот. И сейчас мы живем вверх. Можно Ага. вопрос? Что за компания у вас? Расскажи, пожалуйста. Наша организация называется Махариши Аюрведа. Это часть движения международного трансцендентальной медитации. Почему? Потому что медитация – это для ума в основном, а аюрведа в основном для тела. Но мы поддерживаем и то, и другое, и ум, и тело. И Махариши Аюрведа направлена в основном на создание знания аюрведы для тела, физиологии. И поэтому в нашей организации есть компания, которая производит добавки аюрведические. Она называется Махариши Аюрведа, МАПИ, Махариши Аюрведа Product International.
Эта организация есть и в США, в Европе, и в Индии. Если вы, например, захотите купить добавки из этой организации, вы можете набрать в интернете название МАПИ in India или Махариши Аюрведа в Индии, и вы найдете эту, на английском языке Махариши Аюрведа in India, и вы найдете этот веб-сайт. Почему я об этом говорю? Я всегда повторяю об этом, потому что я рекомендую только добавки нашей организации, потому что я уверена, что они совершенно безопасны, не токсичны и не содержат таких ингредиентов, которые дисбалансируют организм. К сожалению, многие другие аюрведические препараты являются токсичными, не только потому, что токсины есть натурально в почве и так далее, но еще и потому, что тогда добавляются иногда токсичные металлы, иногда даже ртуть и так далее, потому что в древности считалось, что ртуть помогает доставить ингредиенты вот этих добавок очень глубоко в ткани организма. И таким образом они пытались улучшить силу, так сказать, своих добавок. Но в древние времена они знали, как очистить ртуть от... сделать ее, во-первых, органической и сделать ее такой, чтобы она не приносила, не вызывала отравления. А сейчас надеяться на это не приходится, потому что многие организации или компании вполне возможно утеряли это знание. Я, например, я бы на них не стала полагаться. Наша компания Махариши Аюрведа имеет сертификаты. Международный сертификат европейский ISO, это международный сертификат на качество и токсичность, а также имеет сертификат правительства США, который добровольно они прошли для того, чтобы подтвердить качество продуктов и ее безопасность. Другие компании этого чаще всего не имеют или имеют сертификаты от каких-нибудь там сторонних организаций, которым мы не можем доверять. Поэтому, если вы покупаете какие-то продукты, первый вопрос, который вы им задаете, это надо спросить, какие у вас есть сертификаты качества и токсичности. И только после этого, если вы увидите сертификат ISO или там какой-то другой, может, правительственной организации, но я бы полагалась только на ISO. Почему мы не рекомендуем добавки, которые не сбалансированы, то есть содержат только один какой-то ингредиент? Потому что, как правило, все травы, если их долго принимать, дисбалансируют наш организм. Например, арджуна – это трава, которая может снизить давление, помогает балансированию сердечно-сосудистой деятельности и помогает в целом нервной системе. Но если принимать все время одну, долго особенно, она сильно погасит питту, то есть огонь в нашем организме. Когда питты слишком много, это не очень хорошо для нас, конечно, это может вызвать проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, но если долго принимать арджуну одну, то можно сделать наоборот, вызвать дисбаланс нервной системы и уменьшить слишком сильно питту, именно пищеварение, энергию в организме, метаболизм и так далее. Поэтому я еще раз повторяю, что это очень важно покупать сбалансированные добавки. У нас никто арджуну одну не продает. Там есть несколько ингредиентов, которые помогают поддерживать питту и поддерживать вату. Теперь, что касается трансцендентальной медитации, опять возвращаясь в область трансцендентальной медитации, мы уже говорили, что это вот самая эффективная техника в настоящий момент и помогающая не только уму, но и телу, позволяет умственное развитие ускорить, духовное развитие, улучшает здоровье, взаимоотношения между людьми, а также социальные взаимоотношения в обществе. И даже предотвратить конфликты, войны, установить мир во всем мире. Медитация позволяет нам высвободить стресс, избавиться от напряжения, волнений, стресса и так далее, которые мы получаем каждый день, и не накапливать их, не переносить их из одного дня в другой.
Кроме того, она может устранить те стрессы, которые уже образовались в течение многих лет. Например, с детства, когда у нас были, может, какие-то стрессы, и, как правило, они накапливаются слишком сильно в детстве, потому что человек, его нервная система еще и не способна быстро от них избавляться. Поэтому как бы стагнация происходит этих стрессов и токсинов, и дисбаланса. Поэтому, когда мы начинаем медитировать, мы начинаем быстрее освобождаться от наших дисбалансов и стрессов, а также улучшать наше здоровье, ум и тело. Лязя, у меня вопрос. Вот очень Да. популярный такой учитель, как, ну, знаешь, очень популярный в Америке индийский Шри Ауробинду, наверное. учитель медитации, я забыла, как его зовут, но он, кажется, обучает другому виду медитации. Да, все обучают другому виду медитации, потому что всего существует несколько видов. Это концентрация, созерцание и какие-то, например, типа аутотренинг, вот такого типа, где люди... mindfulness. Сейчас очень популярно mindfulness. Это вообще не медитация, это размышление. Как, например, религиозные техники в основном строятся тоже на размышлении на какую-то тему. Прочитали статью из Библии и потом размышляют на эту тему. Это, строго говоря, вообще не имеет отношения к медитации, это размышление. Что касается концентрации, то это может быть, да, это может быть медитация, но с использованием концентрации, когда человек, например, концентрируется на своей мантре или каком-то образе, там, например, своего учителя или какой-то идеи и так далее. Вспомнила, Чопра. Дипак Чопра, да. Мгм. Дело в том, что Дипак Чопра раньше работал в нашей организации, он был одним из аюрведистов, и даже он был главой аюрведических организаций в нашей компании, но позже он решил отделиться, потому что, люди разные бывают, да, одни хотят подчиняться и выполнять правила организации, а другие не хотят. Он хотел быть только сам по себе, индивидуалист, конечно, но это его дело, как говорится, и мы просто не рекомендуем его сильно особенно. Но и мы, с другой стороны, не говорим, что вам нельзя это делать. Или вы хотите, слушайте его, хотите, делайте то, что он рекомендует, но наша техника трансцендентальной медитации отличается от того, что он рекомендует, и обучение, самое главное, другое. Процедура обучения очень строго поэтапная, унифицирована во всех странах мира. Здесь ничего не может быть изменено или как-то там фальсифицировано. И все происходит на таком уровне очень тонком, очень, как сказать, утонченном и эффективном. Чем более утонченный уровень сознания мы используем, тем более эффективна техника и передача этой техники. Поэтому я не знаю, как они там обучают, в интернете, может быть, даже. Поэтому мы не рекомендуем особенно такого, потому что это будет совсем что-то другое. Я прошла какой-то у него курс онлайн, Ага. не курс, а как бы какой-то там, короткий, бесплатный, одно- или двухдневный. И про вот аюрведу. И затем они предлагали свой курс для обучения, который был очень дорогой, где-то $3000 или что-то такое, или больше даже. Нет, можно, в принципе, обучаться, но я, например, считаю, что можно это сделать через нашу организацию. У нас был курс, дистанционный курс тоже для тех, кто хочет практиковать wellness, аюрведа wellness. Я его закончила тоже сама, но и он не $3000 точно. Вот почему Дипак Чопра, он отделился, он хотел все только для себя, во-первых. Во-вторых, слишком дорого.
И, ну, опять-таки, отличается методика, возможно, я даже не знаю, что он там делает, честно говоря. Я уважаю его, конечно, знания и все. Он написал очень интересную книгу, которую я прочитала, мне она нравится очень. Но сказать, чтобы я знаю много про его курсы, нет, не могу. Поэтому я считаю, что нет необходимости изучать такие курсы, тем более, если они дорогие. Вот, поэтому я предпочитаю. Дело в том, что те аюрведисты, которые вот работали в Махариши Аюрведа, они очень опытные, очень продолжают традиции своих учителей, которые, многие из них в семье практиковали это знание. То есть получили, может, от родителей, но очень древнее знание, очень такое, как сказать, передавалось с поколения в поколение, огромное знание. Что Дипак Чопра, какая-то традиция, как он ее продолжает, или он вообще знает что-то из этой традиции или нет, я не в курсе. Я знаю, что он сам изучал аюрведу, естественно, был он же аюрведистом, но к какой традиции он относится, я не знаю. Вот поэтому, поскольку Махариши Аюрведа самая научно обоснованная, и все исследования в университете Махариши производятся в основном, поэтому я доверяю только вот тому, что, опять-таки, вот создание добавок, комбинации этих трав, все это нужно знать очень, ну, очень хорошо, точно. Поэтому я не могу положиться на то, что другие... Можно спросить, А? вот аюрведа – это что? Это образ жизни или это диета? Что это еще? Что туда Это, входит? знаешь, это все. Это знание, всеобъемлющее знание жизни. Переводится аюрведа как аюр – это жизнь, а веда – это знание. То есть это знание о жизни. Ни больше, ни меньше. Почему так много? Потому что это знание и о природе, и о человеке, его конституции, и о том, как сохранить здоровье и жить в духовности и так далее. Поэтому это так много, что даже говорить об этом в коротком вебинаре все невозможно, но мы говорим в основном... В прошлый раз мы затронули природу, помните? Мы говорили, что вата – это в основном воздух, пита – в основном огонь, А вот, капха, слайды, свои слайды. да, а капха – это в основном вода или земля. Вот эти три души, они проявлены в природе и в нашей физиологии. Поэтому это пронизывает все. Например, как вот у каждого человека есть свой отпечаток пальца, точно так же у них есть в физиологии представлены вата, питта, кафа в разных пропорциях. У каждого человека есть вата, питта, кафа, но просто одной обычно больше. Вата, например, доминантный человек, или питта доминантный от рождения, или капха доминантный от рождения. Но я уже говорила о том, что может быть дисбаланс в течение всей жизни таким, что у человека, который рожден с типом кафа, например, у него дисбаланс и ваты, и питы, и кафа одновременно. Поэтому надо начинать балансировать сначала нервную систему, то есть вата, а потом уже балансировать, возможно, капфу и питу. Вата, почему вата? С нее начинаем, потому что это нервная система, а нервная система является носителем всего, так сказать, и нашего сознания, ума, и она первая движет, так сказать, всю физиологию. Дело в том, что вата – это ветер, как мы знаем, да, вот посмотрите изображение, ветер сильный, дует, он такой беспокойный, он такой не сидит на месте. Но в то же время вата это хорошо в том плане, что она движется, остальные души, может быть, не движутся и как бы застряли. Поэтому первая начинается вата, она движет и ведет за собой питту и капфу. Поэтому мы обычно начинаем с балансирования капхи, с ваты, извиняюсь. Я вот, знаешь, делала, когда я проходила у Чопры этот его вебинар, там у нее был тест, и оказалось, что у меня 60 где-то ватта, 40 пита.
Да, конечно, я знаю, что у тебя есть и то, и другое. Во-первых, даже вот глядя на твой гороскоп, да, Водолей, Водолей обычно Вата, хотя это не прямо коррелирует с гороскопом, но все же чаще всего те люди, которые родились под знаком воздушных знаков, like гороскоп, например, Водолей, кто там еще там, Близнецы, да, и еще один знак Весы. Весы. Они обычно считаются воздушными, в них очень много обычно ваты, но обычно и много питы, и иногда бывает очень много кафы. То есть это не Я, обязательно точно. я вот смотрела картинки, вата, они такие тонкие, Да. пита, они такие среднего сложения, и капха, они такие плотные, даже немножко вес у них есть. Да, но это не обязательно тоже. Я знаю многих людей, которые типа кафа, они худощавые, особенно если они вот под знаком, например, вот дева, да, просто дева такая, она миниатюрная сама по себе, а другие, может быть, и побольше. Или в молодости они такие миниатюрные, а потом вдруг раз и поправились в результате, может быть, накопления кафы. Вот. А в целом вата стройная, да, и обычно высокая, тип кафа обычно среднего роста и более плотный такой, или он со временем набирает вес, и даже иногда ожирение. А кафа, он обычно плотненький и поменьше ростом обычно, но и часто склонен к такому набиранию веса, и очень трудно ему сбросить вес кафе, потому что метаболизм очень слабый, такой медленный, поэтому трудно, да, им надо усиливать метаболизм, им надо стимулировать вообще всю физиологию. Ну вот вата, например, в балансе, я читаю прям с текста, да, энергичные, оживленные, они не сидят на месте, быстро учатся, светлое живое сознание, быстро засыпают, сбалансированное пищеварение, очищение, хорошая циркуляция и даже температура тела. Но как только она вступает в дисбаланс, значит, появляется усталость, переутомленность, забывчивость, не хватает фокуса и не могут заснуть. Запоры могут быть, потому что вата очень сухая по природе. Она сухая, жесткая и холодная. Поэтому ни в коем случае для человека типа вата нельзя есть холодную пищу или пить холодные продукты. Ой, извиняюсь, жидкости, да? Все должно быть теплое или горячее даже постоянно. И нужно все время согревать вату, чтобы не возникало таких проблем. И еще циркуляцию крови можно стимулировать, чтобы не были холодные руки, ноги, или не было чувства тревоги, беспокойства. А вот это вот из-за накопления ваты. Ну и другие души вы можете прочитать тоже описание, да, например, пита. Пита обычно такая сбалансированная, очень интеллектуальная, ориентированная на цель. Быстро становится ей жарко, потому что она горячая. Это в балансе, она становится такой целеустремленной, у нее здоровое пищеварение сильное, светящаяся кожа, хорошо спят по ночам, внутреннее спокойствие и счастье, но как только они в дисбалансе, у них начинается, воспламеняется воспаление, может возникнуть, склонны к злоупотреблению работы, трудоголики, это тип А такой, да, перегрев, избыток желудочной кислоты, изжога, кожные проблемы, прыщи, прерывающийся сон и проблемы с кишечником. Ну и кафа, как я уже говорила, они такие обычно сбитые, у них быстро увеличивается вес, они хорошо учатся, но медленно учатся, но хорошо запоминают материал на всю жизнь, очень такие милые и привязчивые, не любят холодную влажную погоду, они чувствительны к холоду, спокойные. Все любят кафу, все любят их, потому что они очень спокойные, прощающие, такие
как сказать, терпимые, в отличие от питты, скажем, или даже ваты, которые А очень... можно сказать, что вот капха – это вот меланхолики, а Иногда, те, поэтому иногда. они такие спокойные, прощающие, и все их любят. Обычно они жизнерадостные, но если кафа в дисбалансе, они могут стать не только меланхоликой, они могут очень легко впасть в депрессию. Причем депрессия такая, может быть, сильная, что их трудно очень оттуда вывести. Чувство грусти и депрессия в результате застоя в организме. Вот. Тогда их надо стимулировать, растормошить немножко, заставить что-то делать, искать какие-то интересы, когда они теряют интерес ко всему. И у них очень часто бывает ощущение insecurity, имеется в виду, что они не в безопасности. Вот. И поэтому они боятся, может быть, чего-то и так далее. Но еще они склонны к простуде очень часто, потому что в кафе очень много воды и слизи. У них все время слизь. Ну вот наш брат, да, он чистый каф. У него очень много слизи в организме, в легких, в носу там и так далее. Вот. И у нас, кстати, есть протокол для всех этих заболеваний, таких типа простуда и грипп и так далее. Вот, в первую очередь направлено на снижение вот этого влажности и слизи в организме, и потом уже уменьшение, это усиление иммунной системы. Кстати, кафа отвечает за иммунную систему, поэтому если кафа слабая, дисбалансированная, иммунная система тоже слабая, или возникает аутоиммунные заболевания. Кафа еще... Можно, Да-да. можно сказать, что вот поскольку вот я как раз занимаюсь психосоматикой, что зная вот эти все вот виды дож, да, можно как бы предвидеть, какие у них могут быть психосоматические заболевания, если они в балансе или дисбалансе. Да? Абсолютно, абсолютно, да. Для того это знание мы изучаем, чтобы предвидеть. Ну, конечно, как я говорила, врожденный тип не всегда коррелирует с тем, что в жизни происходит. Может быть, кафа, он родился кафа, а у него дисбаланс ваты образуется, потому что он все время, у него было много стресса, он все время беспокоился, все время там не жил на одном месте, переезжал без конца с одного места на другое. В итоге у него вата дисбалансировалась. Да? Но, то есть ему надо начать с дисбаланса ваты, балансирования. Но, как правило, присутствует и дисбаланс кафы, да. Поэтому можно предвидеть, что у него будет вот такой дисбаланс, и может быть много простуд, и много там слизи и так далее, и, может быть, даже ощущение грусти и депрессии. У нас есть протоколы для депрессии всех видов вата, питта, кафа. Туда входят добавки, входит стиль жизни и питания, плюс еще ароматические масла, которые для каждого типа мы рекомендуем, они могут их использовать. Почему ароматические масла так хорошо? Потому что вот эти вот масла, когда мы их вдыхаем, они попадают в мозг буквально через несколько секунд. И очень быстро, эффект очень быстрый и непосредственно сразу на мозг действует, поэтому вызывает ощущение подъема энергии, счастья и так далее. У ваты очень часто бывает сухая кожа, потому что вата вообще сухая. И кости сухие, и вообще все сухое, весь организм. Мало жидкости, мало слизи. Поэтому, чтобы не было такого морщины и тусклого цвета лица, мы рекомендуем делать массаж. Для ваты это очень важно. Масляный массаж каждый день до ванны или в душе. Но некоторые люди говорят, мы не можем это делать, у нас нет времени и так далее. Но это другое дело. Или, например, вата в дисбалансе очень слишком чувствительна, они не могут выносить даже массаж. Одно время я вообще не могла выносить массаж, тем более каждый день. Это было слишком для меня, потому что каждый массаж снижает уровень кортизола, который у меня был низкий, поэтому я не делала. Но в крайнем случае хотя бы наносить на подошву ног маслица, желательно сезамовое масло. Сезамовое – это кунжутное масло, которое можно наносить на все тело, включая голову. Но голову прям не так наливать на голову, а вот так вот чуть-чуть, сначала на пальчики, а потом вот так вот чуть-чуть на кожу головы, да,
через 20 минут все это смывается. И хотя все это смывается, немножечко там на теле останется, на коже чуть-чуть, и оно согревает человека. Но самое главное, для чего это делать, это не только для кожи. Дело в том, что наш мозг на 90% состоит из масла или жир, да. Вот. И этот жир очень важен, потому что с возрастом этот жир уменьшается, и мозг высыхает. Вот. И для того, чтобы он не высох, и умственная наша жизнь продолжалась нормальная, так сказать, и не старел мозг слишком быстро, мы, нанося вот это масло на тело, позволяем этому маслу через кровеносное русло попасть в мозг. И таким образом мы улучшаем наш мозг тоже и всю физиологию. Плюс мы тепло получаем смазку для кожи, а через кожу весь организм. Следующий совет. У меня такой вопрос, можно? Да. Вот поскольку у меня 60% ваты, почему же тогда у меня была вот депрессия? Здесь вроде бы и нету для ваты, у ваты нету депрессии. Нет, почему? Для любого типа бывает депрессия, но Да? только она отличается. Депрессия типа вата, она не такая, как депрессия типа капха, потому что это связано не с застоем в организме, слабый метаболизм и так далее. Это связано в основном с тем, что вата просто холодная, и она быстро устала, и, как говорится, просто энергии иногда не хватает. У ваты Но не так насчет много. креативности это точно. Да, Это креативная, у меня есть. очень движется первая всегда везде. Ну, я, например, сколько времени уже хотела выйти в интернет, там с людьми поговорить, но все время не было времени. Вот ты меня вывела в интернет, пожалуйста. Но что касается депрессии, да, то Это я запросто, это я легко. депрессия ваты не такая тяжелая, как у кафы. Ее легко исправить. Просто сбалансировать вату, добавить больше энергии, добавить питы, и тогда все будет нормально. А как это с помощью чего добавить? Там нужно добавить и ваты, и питы тоже. Как? Потому что не хватает движения, не хватает... Вот застой. Что такое застой? Это вот туда ничего не попадает, оттуда ничего не выходит. Застой, как в болоте, да? А если мы добавим туда движение какое-то, то река будет вытекать из этого болота или новая впадать в это болото, да? Тогда там появится энергия, какое-то движение. И тогда вот этот дисбаланс, депрессия тяжелая, очень часто заканчивается печально, там люди кончают жизнь самоубийством, да, и так далее. Но это можно, это излечимо, это способно сбалансировать. Но я вам говорила, Да, что я быстрее хочу всего можно сказать. это сделать с помощью аминокислот, чтобы побыстрее, потому что не ждать, когда у человека наступит кризис такой, что он захочет покончить жизнь самоубийством. Нет, можно дать ему аминокислоты, а потом начать балансировать кафу. Добавить ваты, добавить питы, потому что им не хватает и того, и другого. А пита даст им больше энергии и вот этого вот энтузиазма и интеллекта, который у питы есть, такой, знаешь, вот пита, она такая, не только вот энтузиазм, как у ваты, а она еще доводит дело до конца, пита, потому что она более такая упорная и настойчивая. Вот, пожалуйста, пита, да, это контролирует метаболизм, пищеварение и так далее, и так далее. Но если она слишком много, то она становится жгучая такая, да? Поэтому уменьшить питу, если она жгучая, можно очень легко. Многие травы, они подавляют питу. Иногда это даже плохо, потому что для нашего организма у нас питы не так много в целом. Для тех, кто живет вот в России, в Казахстане, на севере, у нас не так много питы, в принципе. Поэтому нам подавлять слишком сильно ее не надо. Надо балансировать просто, чтобы ее не было слишком много. Вот. И если даже и подавлять, то только временно, конечно. А если у человека пита, большая часть пита, тогда что надо делать?
Ну Это вот плохо? снижать питу, чтобы не было воспаления и вот этих вот, например, язвы и так далее, временно с помощью трав, стиль жизни, опять-таки питания. Вот для каждого типа физиологии мы рекомендуем свой тип питания и жизни. Поэтому, ну, хотя есть общие правила для всех, конечно, я могу их сейчас зачитать даже, но что интересно, что для питты им нужно, они любят вообще порядок, чтобы все было по порядку, там, да, вот так, по протоколам, и им нужно очень важно иметь такой стиль жизни, распорядок, который они будут следовать всегда, каждый день, и поэтому им особенно нравится, когда есть протокол какой-нибудь, да, вот им надо давать протокол, и они будут следовать даже иногда фанатично ему. А вот другие типы, к сожалению, очень трудно консультировать и трудно что-либо им доказать. Например, вата иногда бывает слишком легкомысленная, она сегодня сказала ей, завтра забыла, послезавтра уже ничего не делает, потому что у нее не хватает вот настойчивости иногда. Или для кафы, например, она вообще в застое может быть так, что ей ничего не хочется. И поэтому ей надо долго доказывать, что надо вот так и вот так. То есть это в зависимости от каждого человека, конечно, его характера. А может человек быть на 100% питой или там ватой? Нет, от рождения все равно у нас есть все вата, пита, кафа, все. Спросить, как можно жить с людьми, у которых разный тип доши? Да, вот проблема. Ну, я Да? в крайнем случае надо отдельно готовить даже, но обычно так, я вот, ну, у нас тоже разные в семье типы физиологии, да, хотя у всех, наверное, много ваты, сейчас у всех ваты много, потому что сейчас так много всего информации, много вата увеличивает информацию, много людей передвигаются, переезжают, там постоянно ездят куда-то, это увеличивает воздух тоже и так далее. Поэтому у всех сильная вата. Ну и, А джин например, у тоже. моего сына вата преобладающая от рождения. Ага. Вот, а у меня она может быть меньше. А у моего мужа там вата кафа, например, да? Вот, то есть надо учитывать и то, и другое, и третье. Ну, надо сказать, что я так отдельно прям всем не готовлю, но я так варю, например, одно блюдо, там какие-то гарниры, они сами выбирают, что сами накладывают, что им больше нравится, что им... Такой вопрос. Скажем, вот в супружеских парах, в отношениях, там есть какое-то вот такое сочетание, да, например, вата с капой, или наоборот, две капы могут жить вместе. Как вот это интересно? Вот В об этом, парах. кстати, мы говорили с моим сыном тоже. Почему? Потому что я ему говорила, тебе пора бы жениться, да? И поэтому я тебе советую. Давно, Я давно советую пора. тебе найти девушку, которая, может быть, совпадает, у нее интересы с тобой. Он же вата, и вот ваши интересы совпадают, вы тогда друг друга хорошо поймете. Почему? То есть Две ваты лучше, да, когда одинаковые, да, вот доши. обычно, обычно, да. Но если, например, вата с питтой, они еще могут сосуществовать. А вот вата и кафа очень трудно. Почему? Потому что кафа, она в основном домашняя, не любит слишком много изменений. И когда кафа, например, женщина, она тем более направлена сегодня на семью, она вдруг выйдет замуж за человека, у которого вата в голове, и он все время двигается, и он занят только своими делами, и там где-то все время в воздухе. Получается, что если разные по конституции, по дошам, да, люди, то они могут как бы не соответствовать друг другу, да? Да, иногда бывают такие противоречия, но в принципе все души могут найти общий язык, если они будут учитывать, что другой человек, у него другая душа, другой тип ума и тела, и как-то к этому относиться с вниманием. Ну вот что про вату я еще хотела сказать. У ваты есть склонность к беспокойству и стрессу и тревоге, да? Это может ускорить старение, поэтому мы рекомендуем для ваты обязательно трансцендентальную медитацию использовать, чтобы снизить стресс.
а также использовать глубокое дыхание и йогу. Почему это так важно? Потому что эта программа направлена в целом на балансирование организма, вата, пита, кафа, а также высвобождение стресса, и особенно глубокое дыхание снижает кортизол. Имеется в виду Лязя, а ты можешь нам сделать несколько, вот как бы показать упражнения на дыхание? ну дыхание, вот я сейчас хотела сказать, что обычно в интернете я рекомендую просто дышите животом. Имеется в виду двигать живот больше, чем не грудь. Почему? Потому что дыхание животом, это считается диафрагмальное дыхание, оно снижает кортизол. Если человек сильно волнуется, у него кортизол обычно в это время высокий. Кортизол – это вот гормон, который производится как раз вот надпочечниками. Вот это на верхушке вот этих вот наших почек находятся надпочечники, и поэтому они вот приводятся в движение благодаря гипоталамусу, который в мозге находится, поскольку гипоталамус получает сигнал тревоги какой-то, например, из окружающей среды, мы чувствуем, что какая-то тревога, опасность, мы сразу же испытываем стресс, кортизол подскакивает, потому что сигнал поступает в почки произвести больше гормона стресса кортизола. Но не только гормоны стресса, еще альдостерон, это гормон, который регулирует давление, адреналина и так далее. Все они подскакивают, и поэтому, когда мы начинаем глубокое дыхание животом, диафрагмой, кортизол снижается. Я даже вот говорила людям, у которых, например, они боятся даже там летать на самолетах, да, идете на самолет, на посадку, начинаете дыхание животом диафрагмальное, и через несколько минут все успокоится. Есть такие исследования, которые показывают, что с помощью вот этого образа жизни или трансцендентальной медитации повышаются гормоны, там допамины, там, вот эти гормоны удовольствия, счастья и так далее. Есть такое? Исследования в основном такие по трансцендентальной медитации, про гормоны и так далее. А про аюрведу на моем веб-сайте есть тоже там кое-какие исследования. В основном проводились в Махариши University of Management эти исследования. Сейчас много исследований появилось в Индии, там очень бурное движение идет, развитие аюрведы тоже. Тоже появляются такие исследования. Сравнивают те люди, группа людей, которые имеют дисбаланс или заболевания, даже с теми людьми, которые прошли аюрведическое, так сказать, лечение, так скажем, или балансирование и, значит, изменения. А вот поскольку мы, как психологи, мы смотрим на то, регрессологи тоже, что какие-то проблемы у человека, заболевания тоже могут быть связаны не только с детскими травмами, перинатальными травмами, но даже с родовыми, то есть по роду передаются программы от матери, у женской линии по женской линии, у женщин, у мужчин по мужской линии, то есть родовые программы какие-то. А еще даже из прошлых жизней. А вы рассматриваете просто как вот эти души, как вот человек, как просто вот в этом воплощении, не смотрите на его родовые какие-то программы, прошлой жизни, карму. Ну, в принципе, про карму я не буду распространяться, потому что мы не углубляемся в всякие терминологии, которые вызывают у некоторых людей смущение. Они привыкли думать в категориях научных. Если им начинаешь говорить про карму, они сразу же начинают плавать, да? Поэтому мы не распространяемся. Но, в принципе, вот во время трансцендентальной медитации мы высвобождаем же не только те стрессы, которые накопились в течение дня, но также и те стрессы, которые в прошлом были, и, может быть, даже в той жизни или в другой, я не знаю. Но, во всяком случае, она меняет карму, тоже так считается. Да, хорошая мысль, да-да-да. Да. То есть действительно такое идет глубокое погружение, что вот все травмы в бессознательном, а там и родовые, там и из прошлых жизней, все там в памяти нашей есть. То есть это все можно проработать, да? Да, конечно. Интересно.
Даже вот есть же такое исследование, что те люди, которые прошли через Холокост, они выяснили, Холокост ты имеешь в виду, да? да, что их потомки тоже содержат, у них есть какой-то стресс ДНК даже, то есть Да, повлияло на память. ДНК. Да-да-да, память есть. Вот. И им, конечно, особенно необходимо вот использовать техники различные для того, чтобы это вот повлияло на ДНК. А то, что медитация может влиять на ДНК, мы уже знаем, да, есть такое исследование, что влияет на ДНК. Вообще вся эпигенетика, она Да, строится на эпигенетика. том, что наш стиль жизни, окружение влияет на... Да. Если человек, например, хочет какую-то мечту на финансы, скажем, вот самое распространенное, что делать? Финансы, увеличить свой поток финансовый. Ну, я говорила, что если ты хочешь это, у тебя уже есть подсознание, Махариши говорит, нам делать ничего не надо, это придет. Просто уверенность должна быть, это раз. Во-вторых, если ты хочешь все-таки об этом думать, ты можешь подумать об этом во время медитации на короткое время, на очень тонком уровне. Почему? Потому что вот этот уровень, он такой могущественный. Если мы там начинаем что-то слишком много думать, таких мыслей, которые, ну, так скажем, четко очерченные, там мы даже почувствовать можем, То можно выйти из медитации таким да, образом, да? головная боль может появиться от концентрации и так далее. То есть это усилие какое-то, а во время медитации мы стараемся ничего не А делать. как можно подумать? В какой А? форме? В какой форме можно подумать? Типа, я хочу увеличить свой финансовый поток, да? И так, или как какую-то конкретную Да, ну сумму не так указать, что нужно? я хочу, а вот так просто легкая мысль такая может быть, или даже может Ага. образ. Можно в виде образа, например, ты можешь видеть, что дает тебе финансовое благополучие, что оно тебе даст? Возможность инвестировать, возможность купить что-то, да, или там подарить кому-то что-то и так далее. Это можно себе А если, например, кто-то хочет машину, дом, какие-то конкретные вещи, надо как бы вот образ, да, увидеть такой? Да, ты можешь делать все, что хочешь, но я говорю, что а, природа знает, что ты хочешь, ты поэтому просто держишь это в себе, и, как говорится, природа исполняет, да? Но единственное, что я раньше вообще ничего себе не там представляла и не задавала каких-то желаний. Сейчас я иногда мельком думаю, чаще всего про здоровье, да? Я думаю, вот, ну вот, например, желудочно-кишечный тракт, да, я вот на него обращаю больше внимания. Или там, например, печень, я знаю, что меня печень беспокоит, да, иногда. Я вот на печень там это самое что-то. Или, может быть, на сердце, особенно когда там что-то болит. То есть я обращаю какое-то внимание, но ненадолго. И вот эта вот уверенность в себе, что вот это вот помогает уже тоже, хотя это неверно, Да, но тем не менее, доверие. да. И вот ты, когда есть вот эта вот уверенность, то она, конечно, тоже влияет очень сильно. Но некоторые люди делают так, они до медитации еще задумывают, на что они будут медитировать, например, да, и потом, когда они уже погрузились во время медитации, они легко об этом вспоминают. То То есть есть они они как как бы бы намерения ставят какие-то задают перед такое медитацией. задание себе, да. Вот. Но опять-таки недолго, не надо на этом концентрироваться, потому что если вы так все время думаете, думаете, думать, то тогда медитация, глубина медитации сразу ухудшится. Можешь нам пожелать, посоветовать. Да, ну я вам могла бы очень много чего посоветовать еще, но что вот самое главное, какой вывод из этого? Что баланс, это самое главное в нашей жизни. Не только доши балансировать надо, всю нашу жизнь мы сейчас должны балансировать наше питание, наш сон и бодрствование. Это балансирование нейротрансмиттеров, гормонов, витамины и минералы, они все балансируют наш организм. И также иммунная система тоже там баланс есть. Нервная система постоянно баланс между симпатической нервной системой и парасимпатической нервной системой.
Потом в эндокринологии очень много тоже балансов всяких разных, балансы между гормонами. Например, эстроген – это в основном как вата и пита, а прогестерон – это в основном как кафа, они тоже должны быть сбалансированы. То есть Поэтому эстроген – это женский гормон? он бывает и у мужчин тоже, но в меньшем количестве. Эстроген в основном, да, у женщин. То есть если мы балансируем все это, и у нас есть гармония, то тогда мы... Здесь психологи все говорят про реинкарнации, воплощения, родовые программы, такие вещи. Да, но Махариши об этом говорил немножко, правда, я могу только его слова передать, но я сама не буду от себя что-то там добавлять. Просто он говорил, что мы верим, да, есть, существуют и, древние ведические знания, там записано, что вот так и так человек может переродиться и в следующей жизни своей, может быть, заканчивать программу, которая у него заложена. Но тем людям, которые просветлены, уже нет необходимости снова рождаться в каком-то теле. Есть даже у нас такое выражение, что святые люди или просветленные, они просто бросают свое тело и их уходят, потому что им тело уже не нужно. То есть имеется в виду, что его душа покидает тоже тело, и дух, и все. На этом его миссия закончила. Имеется тело, нужно, его миссия уже закончена. И остается только душа и дух, которые присоединяются к единому полю вот этого вот сознания и наслаждаются им, поскольку они уже полностью реализованы. Да. Но вот как это конкретно выглядит, трудно сказать. И если тут поэтапное какое-то изменение, или что-то это сразу происходит, или как. Но единственное, что я знаю, что на разных этапах сознания человека, вот трансцендентальное, космическое и другое, у человека восприятие мира совершенно меняется. Поэтому сказать, как именно на уровне единого сознания, как человек будет воспринимать конкретно свою душу или свой дух, или мир вообще в целом, очень трудно. Но вот то, что Махариши нам объяснял, что когда человек достигает единого сознания единения, или даже космического сознания, он как король в крепости, которая властвует всей территорией. Ему уже не нужно завоевывать там рудник, здесь рудник или здесь какой-то там поля. Он уже является королем всей территории, и все, что находится на этой территории, это принадлежит ему. И он без всяких усилий, без особых напряжения, он достигает всего, что ему нужно. И самое главное, что это уже есть в нем, то есть ему уже делать ничего не надо. Почему такое, я думаю, возникает ощущение у человека в высшем состоянии сознания, а именно в сознании единения, потому что он видит себя как все и все как себя.